Всем привет! В эфире очередной выпуск исторической разведки. И сегодня мы поговорим о племени черкесского происхождения, об убыхах. Своеобразный народ, отличающийся коренным образом от всех других черкесских народов, о которых мы будем говорить и говорили до этого. Именно своей особенностью и он обязан такому вниманию со стороны исследователей всего мира по сей день. Хотя в настоящее время убыхов как такого народа уже и нет. Убыхи исторически проживали на территории между реками Шахе и рекой Хоста. С запада на восток, с юга граничит с Черным морем, а с севера, соответственно, отрогами Большого Кавказа. То есть это территория нынешнего Большого Сочи. С запада их аулы, они перемешивались с шапсугами на реке Шахе, с двух сторон они вперемешку жили и во многих местах были объединены родами с этим народом. Считали они шапсугов своим близкородственным народом. С востока, соответственно, такая же ситуация была с абадинским племенем, абхазоязычным, садзов, или как их в грузинской терминологии называют, джигетов, проживавших в долине реки Мзымта. И также вперемешку жили они, считали их близкородственными в свою очередь. Соответственно, с севера также точно те же самые абхазоязычные садзы, джигеты, группы абазинских племен Ачипсоу, Аибга проживали также на этой территории вплоть до Красной Поляны и выявлялись их соседи. Кроме того, убыхи очень дружно общались с абазехами, проживавшими к северу от них через перевал в районе современных Лаганак. То есть это именно мы говорим о высокогорных абазехах. И периодически туда отгоняли свои стада, и там тоже какие-то определенные близкородственные связи у них были с абазехами. Что касается общения с абхазами, то всегда они были, в общем-то, довольно напряженными у черкесских племен. И они, так сказать, постоянно воевали, то есть у них прямого контакта практически не было, в основном враждебные действия происходили. Убыхи, в свою очередь, в Абхазию делали набеги периодически, в том числе зимние. Чем они особенно, убыхи? Дело в том, что сам этот район их проживания, район этого Сочи, он исторически был изолирован практически под тысячелетия. То есть зона, ограниченная густыми зарослями, болотами рек, с запада и с востока, в том числе перемежающейся вот этими огромными скалами, отрогами, она до присутствия там российских уже властей, до вот такой цивилизованной деятельности по проведению туда инфраструктуры, она была настолько закрытой, что попадение туда каких-то иностранных, скажем так, захватчиков или просто перемещение миграции других народов туда были очень ограничены. Поэтому так получилось, что убыхи они законсервировались. Практически все движения народов на Кавказе, на Северном, обошли их стороной. Туда не попадало ни татарское нашествие, ни татаро-монгольское, ни нашествие аланов до этого. Практически не проходили вот через территорию убыхов. И поэтому они, по сути своей, сохранили язык и культуру именно древнего черкесского общества. То есть это, как их называли, истинные черкесы. Основное местоположение вот в этой территории у них было в районе долины реки Сочи. Делились они примерно так. Значит, была часть причерноморских, то есть живших на берегу моря убыхов, и были горные убыхи, которые жили, соответственно, в высокогорных районах и ущельях. Вот причерноморские убыхи, их центр находился в историческое время на территории примерно в районе морвокзала Сочи современного, к югу от горы Батарейка. Там находились резиденция их князя времен Кавказской войны Аубла Али Ахмета, он же Аблагу еще его звали. Горные убыхи управлялись родом большим Берзеков. Хаджи Берзек был их в Кавказскую войну главный военачальник, а находился его аул примерно в районе современного села Пластунка, к северу от Сочи. Стоит подчеркнуть, что исторически единственная взаимосвязь, которая считается возможной как повлиявшая на внешний вид убыхов, это было смешение с аланами, то есть предками современных осетин, которые во времена татаро-монгольского нашествия, будучи прижимаемыми вот к горам, к Северного Кавказа, выбиваемыми татаро-монголами с территории именно Кубани, часть из них считается, что переселилась к убыхам и перемешалась с местным населением. Есть версия, подтверждающая это, поскольку у одного из племен убыхов высокогорных было наименование Алань. Именно эта точка зрения
подтверждает некоторое антропологическое отличие убыхов от соседних черкесских абхазских племен, более их такую выраженность, более немножко европейского, что ли, характера. Очень многие современники описывали их как очень красивых людей, то есть мужчин, женщин убыхских, очень статных, стройных. Мужчины в том числе носили костюмы, которые закрепляли на талии, закрепленные были поясами на талии, и, соответственно, придавали мужчинам определенную тоже осанку, то есть стройность такую. Для убыха вообще считалось, особенно высокогорного, сама вот стройность, живость такая, она была как бы обязательным условием нормального внешнего вида. Да. Обращаясь к истории, нужно отметить тот факт, что в Средневековье было очень велико абхазоязычное влияние на местные племена. Дело в том, что известен факт о том, миграции абхазского населения, не очень большого, но очень активного, во времена расцвета Абхазского царства в Средневековье, вплоть до Новороссийска. Таким образом, вся территория у берега Черного моря, она превратилась в территорию абхазоязычного населения, то есть язык именно местных племен, он абхазским стал, диалектом именно. Хотя население не менялось само, не мигрировалось, то есть понятно, что те люди, которые там проживали, они стали говорить на другом диалекте. Но позже, с упадком Абхазского царства и с усилением черкесских народностей, движение пошло в обратную сторону, и, в общем-то, к историческим временам, к 18 веку, практически абхазский язык, абхазский диалект языка черкесского был выдавлен до территории Хоста. Население при этом не поменялось, было то же самое. То есть оно обратно просто стало говорить на прежнем черкесских диалектах, то есть убыхском, шапсуском, натухой. Также стоит отметить еще особенность административного устройства. Она была как вот в первобытные времена. Вождь, племя и абсолютное подчинение вождю. При этом все вопросы решались на народных собраниях, где вождь, в общем-то, участвовал так же, как и все остальные жители. То есть в Убыхе это было настолько сильно, что вот именно народное мнение, на которое мог влиять вождь очень своим авторитетом, оно скрепляло всех, весь народ как бы в едином позыве, не было практически у них волнений. Скажем так, это позволяло разделять вот эти общества убыхские внутренние по родам, как административное деление практически. То есть род вот здесь управлял, там, в этой территории, на той территории, и они были настолько плотно взаимосвязаны, что у них никаких вот трений не происходило между собой. Соответственно, плюс обряд аталычества, передачи на воспитание знатных детей в другое общество, даже другому племени, да, чтобы скрепить эти узы. То есть ребенок там воспитывался до момента, когда он мог владеть оружием, после чего возвращался. Довело до того, что у убыхской народности, вот эта вот организационность, она позволяла очень стройные нападения делать на соседние племена, набеги делать, вплоть до набегов на Кубань. То есть они переходили через застроги Кавказа, переходили через эти вот снежные перевалы и спускались, делали нападения аж на Кубани, получается, возвращаясь обратно потом с добычей. То есть сама их армия, она настолько была четко распределена, как спецназ практически. То есть они делились на группы, это группа снабжения, это группа там первого фланга, это в прикрытие. То есть что было как бы необычно для племен, поскольку соседние племена черкесские, они обычно воевали довольно хаотично, просто массой брали. У убыхов было развито пиратство, то есть они строили вполне себе довольно крепкие лодки, на которых нападали на суда, грабили их. И это доходило до того, что даже когда русские суда плавали вдоль побережья Сочи, они, в общем-то, часто оказывались в блокаде вот этих судов маленьких. И даже крупные современные суда, они вынуждены были спасаться бегством. Поскольку настолько маневренно и грамотно все производились вот эти вот морские нападения. Ну и, соответственно, все это привело к тому, что кроме животноводчества и садоводства, которое было очень плотно развито в Убыхе, конечно, у них больше всего и развилась работорговля. То есть это было поставлено на поток, особенно с приходом Турции, все вот эти рынки были забиты этими рабами, они постоянно торговали, и все население, в общем-то, все больше и больше приходило к тому, что именно это занятие является основным источником дохода. Если у соседних племен черкесских этим занимались в основном князья, то есть аристократия, то у убыхов даже простой люд не брезговал, в общем-то, работорговлей. Кроме работорговли, у них, соответственно, было развито сельское хозяйство, животноводство. К особенностям вот этой местности относится тот факт, что вся территория вот этого большого Сочи, вплоть до самых последних ущелий, она была плотно очень разработана пшеничными полями, кукурузными полями, фруктовые сады огромные располагались на этой всей территории, и при этом у них было развито очень виноделие, то есть виноградники, они обсаживались специально вокруг деревьев.
Но как бы сады и аул, они больше располагались в средней части и в верхней части, скажем так. То в прибрежной части они находились в основном недалеко от устьев рек, и то не всех, потому что многие устья, болото большое. Вот, там развивалась очень сильно малярия, поэтому там, в общем-то, люди не селились практически. Вот. Территория самого Сочи вдоль Курортного проспекта нынешнего, она составляла собой сплошной лес из огромных вековых дубов. Этот лес был священный, у него как бы в нем проходили собрания, в нем проходили молитвы. Туда, в общем-то, запрещено было посторонним заходить без разрешения старшин, и какую-то деятельность там вести было тоже запрещено. При этом стоит отметить, что у них сформировалась такая интересная смесь, каша такая из религий. То есть убыхи в своей натуре, они были приверженцы языческих верований адыгских. До самого последнего времени, практически до последних лет Кавказской войны, когда уже под условием мощной пропаганды и под воздействием разочарований, связанных с тем, что их язычество как бы не спасает от русских войск их землю, то есть они стали переходить на сторону мусульманства, некоторые даже вырубали эти рощи и там ставили мечети, но особо это как бы большой масштаб не приняло. И удивляет та смесь, в которой вот это язычество вперемешку с христианством, которое, как известно, было на этой территории до 16 века, преобразовалось в какие-то такие сложные обряды, когда в священных рощах висели железные кресты христианские, которые воспринимались как идолы. При этом с приходом мусульманства, то есть муллы проводили свои встречи с верующими, проводили молитвы в этих священных рощах, стоя рядом с этими крестами. Население формировалась такая какая-то совершенно каша из разных там религий. Но и четко мусульманство придерживались только некоторые из верхушки, то есть, соответственно, аристократия, знать, ну и то в целях в основном дружбы с Турцией. К концу 18 века считали неприступными свои территории, абсолютно были уверены в том, что никогда русские не возьмут эту территорию, хотя война уже как бы она прослеживалась, начиналась. Турция при этом подстрекала их, естественно, к нападкам. Вот, появились в Убыхе многочисленные европейцы, в частности, это были англичане, в основном тот же англичанин Бель, который до самого конца Кавказской войны проживал в Сочи, всячески проводил пропаганду среди убыхов против российской власти, российских войск, натравливал их на борьбу с Россией и обучал их. То есть, в том числе, когда происходили известные исторические события с разделом Польши, очень многие поляки, оппозиционеры, мигранты, они перемещались на территорию, значит, Черкесии, в том числе к убыхам, и обучали их, значит, мастерству взятия фортов, крепостей, мастерству именно стрельбы с современного оружия, привозили это современное оружие из Европы, учили их стрелять из пушек по фортам. Вот. И известны факты, когда лично Бель командовал обстрелом Сочинского, Навагинского форта, Головинского форта. Это все как бы зафиксированные факты. Ситуация начала меняться со взятием Абхазии русскими войсками, когда Абхазия присоединилась к России, и началась уже российская пропаганда с смежных территорий. Удалось постепенно переманить на сторону России их восточных соседей джигетов. В долине Мзымты было образовано так называемое джигетское приставство. Был поставлен пристав из местных. И дальнейшая судьба как бы развивалась уже по драматическому сценарию, как у всех соседних народов, о которых мы говорили ранее. Российские войска продвигались плотно на северной территории, то есть генерал Зас, допустим, он начал строить Белореченскую линию, продвигаться вглубь абадзекских земель. Убыхи, соответственно, помогали абадзехам, делали нападки на эти линии, на войска генерала Заса. Вот. Но как бы держались особняком и считали, что это неприступная территория, которая никогда не будет доступна российским войскам. Но было принято решение о постройке Черноморской линии военной в 30-х годах. И значит, генерал Раевский, который был назначен на эту линию вот именно в период ее активного развития в 30-х годах, он именно разработал эту программу по освоению побережья, поскольку простые курсирования российских судов вдоль берегов не позволяли пресечь торговлю с Турцией, которая активно снабжала оружием черкесов и активно, кроме торговли вот этой, пропагандировала именно войну. То есть ссылали религиозных проповедников в Черкесию, которые, в общем-то, поднимали народ. Соответственно, в 1937 году убыхи, скажем так, были несколько удивлены
тем, что российский десант, успевший высадиться в устье реки Мзымты, не просто удержался, а основал там довольно крепкую крепость. Это крепость Святого Духа, она называлась, которая, в общем-то, оказалась неприступной практически вот весь период этой Кавказской войны. Это заставило их как-то мобилизоваться. Вот, и, соответственно, они начали противодействовать этим высадкам, поскольку планы о дальнейшем постройке крепостей, они были известны, они бродили в этих кругах. Вот, и события развивались следующим образом. Значит, генерал Раевский вместе с генералом Вильяминовым приняли решение о постройке крепостей вдоль основных устьев рек, там, где наиболее активные точки были торговли с Турцией. Но поскольку разведка не была произведена и точность местности, точность количества этих горцев была неизвестна, было принято решение выслать туда либо большой отряд войск, который пройдет по побережью и сделает такую разведку, либо кого-то заслать как шпиона. Но решение было принято в пользу второго варианта. Был выбран генерал Тарнау, о котором мы поговорим в отдельном выпуске. Вкратце только скажу, что был очень хорошо подготовлен и подготовил такую интересную программу именно разведки через территорию Черкесии, которая, по сути дела, легла в итоге в полноценный такой роман. Его мемуары, они стали как полноценные приключенческие романы по территории Черкесии. И ему удалось пройти через, не очень много, но, по крайней мере, по Сочинскому району, по территории Убыхов, ему пройтись удалось, узнать, сделать, скажем так, разведку местности, что очень помогло войскам в дальнейшем при высадке и основании крепостей. Соответственно, на основании тех данных по разведке среди черкесов, которые были на стороне России, российские войска начали высаживаться, соответственно, в первую очередь они высадились в Сочи, на реку Сочи в районе морвокзала современного, где под постоянным огнем противника сумели закрепиться и построить Навагинское укрепление, которое впоследствии дало начало городу Сочи. Высадились они, по сути дела, практически в самом центре приморских Убыхов. В дальнейшем, буквально в течение недели, они перемещались по побережью, основали крепости также на территории Убыхов, это в устье реки Шахе, там, где проходила граница между Шапсугами и Убыхами. Тут интересный момент. В устье Шахе находились, скажем так, самые священные леса, самые священные рощи обеих народов, Шапсугов и Убыхов. И они, скажем так, не хотели сдавать просто так эти территории. Сопротивление было там довольно мощным. Оно доходило до того, что тысячи горцев собирались прямо перед русскими судами на территории этой рощи, молились там тысячами в этих рощах и давали клятву о том, что каждый из них падет, но не даст пройти русским войскам в эти священные места. Вся эта высадка привела в довольно кровавой драме, хотя в Сочи, хотя не в таких масштабах, в Сочи, допустим, погибшие офицеры и рядовые были свалены в итоге в такую братскую могилу, памятник которой до сих пор стоит на Курортном проспекте. А в долине реки Шахе это было более кровавое событие, там тоже есть определенные памятники этим событиям. Но сам факт, что русские в итоге взяли, конечно, и вырубили эту рощу, взяли это устье, укрепились там, но очень долго и сложно удерживались. И впоследствии, во время Кавказской войны, в последующие годы убыхи настолько обозлились, что постоянно держали в осаде эти крепости, они не давали гарнизону там даже спать. То есть они сменялись, просто из леса постоянно делали нападки, но не переходили в наступление полноценное, просто тревожили людей, чтобы они не могли даже спать в крепостях нормально. Из-за этого впервые стали применяться на Кавказе сторожевые собаки, которые специально выводились за территорию крепости и при появлении каких-то признаков того, что противник подходит к крепости, они лаем предупреждали защитников. То есть это несколько облегчило жизнь гарнизона. Кроме того, жизнь в крепостях, именно служба, она была осложнена еще и тем, что подвоз, соответственно, продовольствия производился раз в полгода, поскольку по суше было невозможно в принципе сообщаться. Территория была просто... Представлял собой густые леса и болота, в которых на каждой скале там сидел противник и мог подстрелить любого
путника. Даже, в принципе, если войском пойти, это были тяжелые потери. Тоже Навагинское укрепление в Сочи, оно постоянно подвергалось обстрелу ввиду того, что находилась на территории примерно современного морпорта, а перед ним вот эта гора-батарейка, которая сейчас находится практически в центре города, она представляла такую возвышенность, с которой черкесы постоянно обстреливали, в том числе из пушек захваченных, вот это укрепление. И попытки их быстро отбить, эти пушки, ни к чему не приводили, потому что черкесы, как только видели любое движение в их сторону, пушки тут же прятались в лес, уводились подальше, и за ними приходилось, в общем-то, гнаться за этими отрядами. Болезненная территория была, субтропики, побережье моря, непривычная для, в общем-то, русского солдата. Очень много гарнизона вымирало просто от болезни, от лихорадки. Стоит отметить, что на территории Убыхов, в том числе в войсках, как и на всей остальной территории Черноморской береговой линии, в войсках сражалось очень много декабристов. То есть в те времена их ссылали вот на Кавказ, как смертная казнь, по сути, была. Это смертельная ссылка была. То есть в том числе и в Сибири их забирали, вот тех, кого ссылали в Сибири, переводили на Кавказ на службу, их опускали в должности до солдата и посылали, в общем-то, в передовые отряды, потому что знали, что смертность там очень высокая. Так, допустим, в том же Адлере, при десанте Адлера погиб писатель Бестужев-Марлинский, который очень интересно описывал все эти территории. И в конце уже, вот, к тому времени, когда он погиб в 1939 году, он уже сам рвался в бой, чтобы просто погибнуть. Потому что, как бы описывали его собеседники того времени, он просто к тому времени уже устал постоянно находиться в ссылке, постоянно его ограничивали в правах, он пытался выслужиться, но его как бы не поднимали по службе, то есть его всячески как бы пытались уничтожить, он был не нужен царскому правительству. Тоже, допустим, Одоевский, о котором Лермонтов писал, погиб, соответственно, при штурме Лазаревского, точнее, десант в Лазаревском, который потом Лазаревскую крепость построил. Тот же Сигундат Пушкин, Данзас там активно участвовал во всех этих операциях десантных, но он как бы пережил все это, выжил. Сам факт того, что очень много таких ссыльных оппозиционеров, они вот участвовали как простые солдаты в этих войсках, а те генералы, которые, скажем так, старались их участь как смягчить, да, шли на их сторону, их в итоге просто отстраняли от должностей. Постройка крепостей, она несколько осложнила Убыхам жизнь. Началось активное движение среди рода берзеков, которые были непримиримы абсолютно. Движение это было направлено на то, чтобы ограничить всякие сношения с русскими, вот любого, даже простого крестьянства. То есть все население в их понимании должно было выступать полностью против российских войск. Поэтому крепости постоянно осаждались, хотя сам интересен факт, что в 1940 году, когда вот, ограниченные крепостями горцы и под влиянием засушливого года начали голодать, и перекрытая с Турцией, скажем так, торговля не позволяла им докупить продукты, а с севера, соответственно, война уже шла с абадзехами, и абадзехи тоже не могли им помочь провиантам. И вот эта как бы ситуация, которая привела к массовым выступлениям и нападениям на крепости, она почему-то у Убыхов не привела ни к чему. То есть Убыхи единственная территория в 1940 году, которая практически не воевала, то есть оставалась спокойной. Вот Адлерский форт, Сочинский, Навагинский, Святого Духа, они практически не выдерживали никаких осад и жили спокойно, в то время как соседние Лазаревские, Вильяминовская, Туапсе, они были вообще уничтожены. То есть форты были захвачены и полностью зарублен весь их гарнизон. Крепости были разрушены, хотя через год восстановлены войсками. В Убыхе начались другого рода движения. Убыхи стали превращаться в некий такой консолидирующий народ, который принял решение объединять всех черкесов в какую-то конфедерацию для борьбы с Россией. То есть именно у них Хаджи Берзек, которому в 1941 году уже 80 лет было, он являлся непререкаемым авторитетом не только Убыхов, вообще во всей Черкесии. Именно он стал проводить собрания всех черкесов. В частности, в 1939 году, вот как только крепости построились, уже было первое черкесское собрание в районе севернее Адлера современного, в котором собрались и представители шапсугов, абадзехов, убыхов, то есть и натухайцев, то есть большая часть причерноморских племен и племен к северу от убыхов, на котором принимались решения о таком каком-то общем
объединений, которые выработались правила о том, что с русскими никакой связи не должно происходить, и все, кто вызывает колебания в отношении того, сдаваться русским или нет, они должны быть наказаны, то есть на них можно было нападать. Что, в общем-то, и привело к нападениям на шапсугов и на тухайцев. Как раз в это время, в 1941 году, соседние джигиты присоединяются к России, убыхи еще более ожесточаются. Кроме того, у абадзехов появляются муллы, которые приходили из Чечни, от Шамиля, которые начинают насаждать новую административную реформу на основе шариата, на основе судов этих шариатских. Начинают тоже объединительную такую деятельность по всей Черкесии. В том числе и к убыхам ездят. Но у вот этих, скажем так, представителей не очень получается. Магомед Абин, который был послан последним имамом и наиболее эффективно проводил по эту политику, у него не получалось, допустим, договориться с теми шапсугами. Он в итоге вступил в контру с натухайским князем Сефербеем, который точно так же в своих личных целях такое объединительное движение начинал. И они как два объединителя столкнулись, но с разными интересами. В общем-то, это привело к стычкам, к военным, которые в итоге стала разбирать Турция. Они оба поехали в Стамбул, где их там, рассудили, кто прав, кто виноват. Но когда Магомед Амин уже вернулся обратно из Турции для того, чтобы продолжить свою объединительную деятельность, в общем-то, генерал Зас уже активно наступал на территории абадзехов, где он в это время находился, и уже объединительная деятельность, она не имела того эффекта, скажем так. Убыхи от нее вообще отказались, потому что население, в общем-то, не принимало попыток полного наслаждения мусульманства. Допустим, был какой-то период в течение года, когда в рощах поубирали кресты у убыхов и начали строить мечети. Ну, через год буквально эти мечети были разрушены населением местным, которое просто встало в штыки, потому что они никогда не были мусульманами и считали это аристократически. С переменным успехом военные действия вялотекущие происходили в течение 40-х годов, пока закончилась Восточная Кавказская война. То есть имам, соответственно, не только Магомед Амин, вообще, в принципе, имамы, которые отрабатывали пропаганду в Черкесии, они вынуждены были либо сдаться русским, либо уплыть в Турцию. Тот же Магомед Амин в итоге сдался русским и попросил прощения уехать в Турцию, откуда всяческие козни творил потом все равно в течение всей Кавказской войны оставшейся. Но вот именно мусульманское движение немножко угасло. Подуспокоилось волнение, и в какой-то момент горцы немножко ослабли, начали сомневаться, скажем так, в том, что стоит ли продолжать борьбу, может быть, придется сдаться. Особенно сомневались у убыхов причерноморские убыхи, которые проживали непосредственно на территории Сочи. Их Ахмедхан, он, естественно, понимал, что он находится в первом ряду и, скажем так, этой обороны. И если русские будут наступать с берега, то пострадает больше всех он. И поэтому он больше всех колебался, перейти ли на сторону русских или нет. В какой-то момент даже осуществил такую попытку, сдался, но очень быстро его захватили в плен и объяснили, что не надо так делать. Вот. И он, в общем-то, клятву свою обратно забрал и продолжил борьбу против русских. Очень много было со стороны России таких движений, когда просто, допустим, бралась верхушка черкесская, вот убыхов особенно, и им, этим убыхам, выдавались офицерские звания, очень там хорошие привилегии давались. Они вроде бы как шли на сторону России. Но потом, когда вот пропаганда срабатывала, опять население поднималось, и многих принуждали просто отказываться от офицерства. Несколько изменилась ситуация в 1954 году, когда началась Крымская война, и Россия ушла с Черноморского побережья, взорвав все эти крепости, которые там были построены. Соответственно, горцы убедились за время Крымской войны в том, что якобы все, русские от них отстали и, скажем так, немножечко расслабились, что ли. Начали менее, скажем так, подвергаться пропаганде мусульманских наибов, поскольку она уже, в принципе, не имела значения как таковая в их понимании. Вот. Все это привело как раз к тому, что на Магомед Амина в этот момент, скажем так, обиделись остальные племена, стали вот эти все боевые действия, связанные с постройками мечети и их разрушением, как раз проходили во времена Крымской войны и чуть-чуть после нее в 1956-1957 году. Вот.
И так получилось, что к моменту окончания Крымской войны горцы уже перешли в тот же самый, скажем так, привычный уклад жизни, который был до постройки крепостей. То есть они вернулись к морю, стали расстраиваться аулами у моря, у этих крепостей бывших разрушенных, начали опять делать набеги на соседнюю Абхазию и на Кубанскую линию. И в этот момент царское правительство именно приняло решение о том, что с горцами надо, в общем-то, решить все военным путем. То есть иначе не получится. Процессы замирения посчитали, что не получится, потому что Крымская война показала тот факт, что при постройке этих крепостей на Черном море, если горцы сохранятся на территории проживания своей, то это приведет к тому, что в любой момент, когда начнется очередная какая-нибудь война с Турцией или с европейским государством, они, соответственно, выйдут против российских властей и будут нападать на крепость. Автором именно проекта выселения являлся наказной атаман, ну, по-современному это губернатор кубанский, Евдокимов тогда. И это он предложил именно разделить, значит, их по территории вот основных дорог, ведущих к морю, и выселить их либо на Кубани, либо в Турцию. В это же время освободившиеся войска Российской империи с Восточного фронта, с Чеченского и с Крымского, все были собраны на Кубани, и по планах, о которых мы говорили ранее, то есть они двинулись по 3 направлениям от Кубани к морю, начиная вот подряд выдавливать население, несогласное с этих территорий, военными методами. Соответственно, черкесам предлагалось либо переселяться под Кубань, либо их просто гнали дальше, для того, чтобы они шли к морю и высаживались, точнее, забирались турками и вывозились в Турцию. В этот момент у убыхов началось опять под влиянием берзеков рода объединительные действия. Они начали объединять все черкесские народы, но уже на более высоком уровне, поскольку здесь им помогали английские помощники. Англичане очень в больших количествах высаживались на территории Черноморского побережья и всячески как бы помогали черкесам в этой вот борьбе за независимость, то есть организационные моменты брали на себя. В том числе в Турции в то время был сформирован, так просто наемники со всего мира собрались и высадились в районе современного Туапсе, где тоже собирались воевать с русскими войсками. Ну, про них лишь скажем то, что их, в общем-то, при первой стычке разбили, они разбежались очень быстро, их самих черкесы хотели всех порезать дальше, потому что считали их вообще не мужчинами даже. Вот, им очень сложно было потом уплывать в Турцию, поскольку на них очень злобно глядели, так, черкесы, и считали их, что они лишь занимают место в этих баркасах. Объединительные действия привели к тому, что в 60-м году у убыхов появился свой первый парламент, меджлис, в мусульманском понимании. То есть это был вполне представительный орган, собрание всех черкесских народов. Под него были построены огромные такие комплекс зданий вдоль реки Сочи на ее левом берегу. И в нем принимались первые решения. Первая такая определенного рода декларация независимости Черкесии была написана под руководством англичан, которая рассылалась потом в Лондон, в Париж, в Стамбул с просьбой о помощи в борьбе против России. До этого, конечно, они обращались в Санкт-Петербург с просьбами о том, чтобы их как бы не трогали. Некоторые даже были готовы сдаться, чтобы их оставили на этой земле. Но поскольку к тому времени уже было принято решение о выселении, как бы им отказывали всячески. Вот. Соответственно, со стороны Англии и Франции им тоже отказали. Тогда, в общем-то, геополитическая обстановка была не в их пользу. Со стороны Турции в очередной раз пообещали, что пришлют, конечно же, войск там, но поскольку это уже было обещание, скажем так, сотое по счету, наверное, все 30 лет Турция только обещала прислать им войска постоянно, всяческие авантюристы все то же самое подтверждали, то убыхи уже особо в это не верили и как бы начали готовиться к такому каким-то объединительным действиям, в попытке собраться в какое-то единое государство. То есть, по сути дела, Россия таким образом подтолкнула их впервые за их всю историю к такому объединению в какую-то определенную единую народность, единое государство. Ну, в общем-то, времени было мало и условия не те для того, чтобы продолжить. В 1961 году Александр II встречался с представителями всечеркесских этих народностей, на которых подтвердил свой ультиматум, что либо они выселяются на Кубань, либо в Турцию, но на местах их проживания он их видеть не собирается, и все будут выселяться. Вот. И дал им срок до 1964 года выселяться. Ну, естественно, они отказались. Вот. И как бы война продолжилась. Все это привело к тому, что в итоге за один год буквально
все население северных склонов Кавказа практически было выселено. Значит, войска подошли вплотную к высотам Кавказа. Абадзехи были полностью практически не то чтобы уничтожены, но выселены. Где всего 10 тысяч человек согласилось перейти на Кубань. Остальная масса вместе с войсками беженцев пошла на юг, в район Туапсе. То есть вот эта масса беженцев, она несколько тоже усложняла жизнь тем же самым убыхам, поскольку на их территориях образовывались такие огромные лагеря, вот этих беженцев, которые постоянно ждали подвоза со стороны Турции. Осложнялось, места стало не хватать, продовольствия стало не хватать. Буквально через год, к 1962 году, войска переходят на южную часть склона Кавказа и захватывают все земли. В общем, в Черкесии осталась независимой только от Туапсе до Адлера. Вот. И как бы здесь возникла небольшая пауза. Шапсугам и убыхам были даны сроки на выселение, довольно сжатые. То есть здесь, как впоследствии признавались сами чиновники, региональные, скажем так, местные, они немножечко перегнули палку. То есть в Санкт-Петербурге это осознали уже после войны, что такие жесткие меры и сроки, когда тем даже колебался уплывать или остаться на стороне России и перейти на Кубань, им не давали времени на размышления просто. И они в итоге все-таки вынуждены были уплывать в Турцию, вместо того, чтобы пополнять, в общем-то, ряды подданных Российской империи. В это время произошли последние уже сражения, самые основные, то есть в районе Туапсе, в районе, значит, речки Шахэ, шапсуги тоже массово начали выселяться, и войска вплотную подошли к Убыхе. В это время Хаджи Бердек уже был очень стар, и как бы он к тому времени сходил уже во второй хадж, в эту Мекку. Это у них считалось таким важным, скажем так, действом, которое добавляло авторитета. Но к тому времени он уже был очень старый, и когда вернулся, в общем-то, он не смог уже управлять страной, там уже был такой разлад, и он через несколько лет умер, и вот в этот критический момент последних лет войны главой стал его племянник, Хаджи Бердек Керантух его звали. Вот. И как раз в тот момент, когда войска подошли российские головинки к Шахе, он уехал в Абхазию в очередной раз советоваться с Михаилом Шерваншидзе, который был владетелем Абхазии и подданным Российской империи уже к тому времени. И вот это народное движение в Убыхе привело к тому, что самые молодые, самые такие горячие головы молодежи убыхской, они приняли решение самостоятельно выступить против русских войск и дать им сражение. Вот. И это сражение произошло в районе, так называемой, Волконки современной. Там крепость старинная Годлик была средневековая. Вот на ее территории произошло сражение, в котором на голову разбили вот эту партию убыхской молодежи, что привело к тому, что эти разбитые отряды распространились по Убыхе и как бы такую ввели в депрессию, в общем-то, народ. И как бы убыхская знать уже не смогла удерживать народную массу от сдачи, от капиталистских позиций. Единственное, что смогли сделать князья, которые не хотели ни в коем случае переходить на российскую сторону, к тому же еще потому, что к тому времени отменили крепостное право, а у каждого из них были крепостные свои. Они предпочли со всем народом с крепостными, естественно, выселиться в Турцию. Тут надо отметить, что некоторые самые хитрые, они успели сделать это заранее, еще до того, как вот эти все войска российские стали подходить в самую, скажем так, к самым последним рубежам. У шапсугов, у убыхов, тех, кто понимал, к чему все идет и не так подвергался нападкам со стороны своих соплеменников, они заблаговременно уплыли в Турцию, поскольку соглашение с Турцией уже в то время было, и Турция обещала обширные там земли, наделы там. То есть они все уплыли туда и все свое получили. В общем-то, довольно организованно все это получилось. А те, кто до последнего сражался и в итоге выселялся в конце уже войны, они выселялись в огромной массе людей, огромными толпами, неорганизованно, и все это привело, в общем-то, к трагедии. Так в итоге получилось к 1964 году, когда войска вступили уже российские в Убыхию, сопротивления уже не было. То есть народ массово уже находился в таком состоянии, когда сопротивление уже не имело никакого смысла, и последнее собрание Убыхов решило на всенародном собрании полностью выселяться в Турцию. Что, в общем-то, и произошло буквально в 3 недели. Организованная
все вот население в размере 150 тысяч человек просто со всего района Большого Сочи выселилось в Турцию массово. При этом в России этого не ожидали, что будет так массово все происходить. Как-то вот, наверное, предполагали, что какое-то волнение будет в умах, и какая-то часть отколется, все-таки перейдет на российскую сторону. Но не получилось. Убыхи полностью всем составом выселились. Вот. Переселились они в Турцию, высадившись на берегах. Те, кто, по крайней мере, доплыл, поскольку лодки набивались под самый борт, то есть плыли вплоть, борт был на уровне воды практически. Любые волнения на море топили эти лодки, а если был штиль, так они попадали и вообще голодали там. Больных выкидывали в море сразу, чтобы не заражать никого. То есть и вот эта вот масса людей, которая выселилась на турецком берегу, она оказалась в таком положении, когда турки, сами турецкие власти тоже оказались не готовы к ним. Они все еще из-за скученности начинали болеть, из-за голода. Их поселили в таких лагерях закрытых, не выпускали никуда. Там они массово умирали от голода и лихорадок, пока турецкие власти определяли, куда их всех деть. Вот. И потом их расселили по всей огромной вот этой турецкой империи, по всему Ближнему Востоку, в самых таких болотистых и пустынных местах. Многие из них хотели вернуться обратно, но российские власти не пускали их, и как бы не получилось им вернуться на родину. Таким образом, убыхи в полным составом ушли в Турцию, и вот после всех этих турецких событий, когда их уже расселили, там вместе с другими черкесами почти половина из них погибла вот в этих событиях. Но те, кто остались живых, они, будучи, скажем так, вот, расселены очень сильно, друг от друга разъединены, начали подвергаться такому отуречиванию. Их потом забирали в войска турецкие, в том числе ставили кордоны у сербов тогда на территории Балкан военные со стороны Турции, из представителей черкесов. В итоге к середине 20 века как народность убыхи исчезли. То есть последний человек, который знал убыхский язык, он умер, по-моему, там, если не ошибаюсь, в 60-х годах прошлого века. Там, и то он говорил на таком смешанном убыхском уже языке, не чистом. И по сей день исследователи вот пытаются восстановить вот из осколков тот язык, ту культуру, которая вот у них, у этого народа была. Но, к сожалению, вот это не получается. Что касается самой территории их проживания, то она оставалась в Сочи, в частности, оставалась пустынным в течение 10 лет. Там практически не было никакого населения. То есть лежали просто руины, сады зарастали там лесом. Вот, и только потом туда начали расселять, пытаться расселить сначала казаков, которые там не смогли прижиться, потому что не умели, вообще в субтропиках они не могли жить нормально, и горным земледелием не обладали. И туда потом из Турции начали переселять армян и греков, которые заселили вот территории Большого Сочи. Туда же потом стали подселять уже и молдаваны, и немцев, и эстонцев. То есть это была огромная каша из народностей, которая заселяла вот эти бывшие территории садов и аулов. Но стоит отметить, что по сегодняшний день, даже если взять территорию Сочи, то она не так заселена, как была заселена при убыхах. Если взять территорию севернее села Пластунки, там сплошные леса и там только туристические тропы. Но во времена убыхов это была заселенная территория. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!